С релиза закрытого теста танки Classic прошло уже 5 месяцев. 5 месяцев, друзья, прошло уже. Вы только вдумайтесь, буквально недавно мы только заходили на этот закрытый тест 26 декабря 2025 года, а сейчас на дворе уже май, друзья, 2026 года. Что с того времени изменилось? Когда выйдут танки Classic? В этом видео рассмотрим полностью актуальную обстановку в этой игре, без каких-либо модов, просто вот чистая версия классики, что с ней на данный момент происходит, что говорят разработчики. Сразу, друзья, попрошу вас поставить лайк на это видео, прям мощнейший лайк прожимайте. Еще есть небольшая новость, друзья, у меня появился секретный промокод, у которого ограниченное количество активаций. Если вы играете в новые танки онлайн, обязательно его вводите, он вам даст легендарный ключ, рубины, контейнеры, опыт и другие ништячки. Просто ставьте лучший тег создателя контента ник 10 в настройках вашего аккаунта в танках онлайн и вводите этот секретный промокод вот здесь. Он вводится, магазин игры, промокоды. Вводите. Смотрите, он срабатывает не у всех, единственное, но он 100% сработает, если у вас новый аккаунт или если вы не заходили в игру до 16 марта. Поэтому обязательно пробуйте и пользуйтесь этой халявой, пока еще промокод доступен, друзья. В описании я его оставил. Ну и да, вернемся вот в декабрь 25 года, когда танки классика только вышла. Помните, вот первый день релиза, когда вот просто, кстати, без объявления каких-либо тестов, видеоблоги ничего не сказали. Просто сказали, что вот кнопочка ранний доступ, если кто в классику играет, доступно, но что-то в таком вот ключе было, без каких-либо громких анонсов. Но мы зашли, я помню то, что тот день, захожу, думаю, да ладно, что, неужели работает? И я офигел, реально заработала классика. Там было уже создано порядка 50 битв, хотя вот только-только эти сервера открылись. В тот день еще фонды не работали, то есть нельзя было зарабатывать кристаллы на фондах, но даже с такими ограничениями мы умудрялись как-то эти кристаллы подымать, зарабатывать. Но и в тот момент времени, да, Орех практически каждый день вносил изменения и дорабатывал классику. Допустим, вот мы в первый день играли, не было фондов, второй день, возможно, их тоже не было, на третий Орех уже их починил. И множество было там различных недоработок, да, где-то звонки нельзя было протянуть, да, до конца, где-то за киллы опыт не прибавлялся. В общем, каждый день практически Орех все это дело чинил, и энтузиазм закончился примерно через месяц, потому что начался, вот когда произошел первый вайп, начался вот какой-то период затишья в танке Classic. Ну, после первого вайпа, конечно, там игроки зашли, поиграли чуть-чуть, да. Тоже была вторая волна, на самом деле, интереса к данному проекту. Ну, а потом уже буквально через пару дней все сошло на нет. И сейчас что мы имеем, друзья? 0 битв. Roadmap стоит уже примерно 3-4 месяца без обновлений. Вот, можете посмотреть, как он выглядит на данный момент. Ну, то есть, в прошлых роликах, если кто смотрел, я его тоже периодически обозреваю. Все стоит на месте. Ну, как все стоит на месте? Все стоит на месте с прошлого раза обновления, да. Хотя некоторые моменты в роудмапе уже должны обновиться, потому что Орех уже внес некоторые правки, тоже мобильное управление, да, эффекты выстрелов у некоторых пушек, введение премиум подписки. В общем, некоторые моменты можно тут было бы уже отметить, но видите, роудмап как-то не по порядку идет, да, у разработчиков как будто вот как получится, так и получится, не совсем по плану они идут, именно что касается роудмапа, да. И, друзья, вот так вот выглядит танки классика на момент мая 2025 года. Создана одна битва, и то это благодаря игроку с никнеймом Гадкий Ян, ну я думаю, вы и так про него знаете, да, наслышаны уже. Чат тоже тут полупустой, но одна битва есть, давайте зайдем, посмотрим, как это дело выглядит без модов, естественно. Сейчас будет у нас чистая классика, вот такая идет загрузка, ну и обсудим вообще, когда выйдет проект, что говорят разработчики, что Орех говорит, ведь, помните, обещали уже второй вайп обещанный, вот, который должен быть самым крутым, самым необычным, потому что, кто не в курсе, на следующем вайпе у нас у всех будут звания лейтенанты, у всех будут кристаллы, будет нарко, в общем, все сразу будут прокачаны, не нужно будет снова прокачиваться. И в таком ключе будет проходить тестирование. Что касается, вот, что говорит Орех, когда выйдет игра, да, вот мы сейчас в битве катаемся, вот так все это дело выглядит из нововведений. Ну, может, кто не знает, чат доступен. Чат, ну да, привет всем. Чат доступен. У нас, где фон битвы раньше дублировал с новых танков, его тоже удалили. Ну и на этом, наверное, все. На этом, наверное, все изменения. Все остальное, ну, как и было, так и оно и осталось. Тут у нас даже два реальных игрока присутствуют. Вот, что касается вот слов Ореха, когда выйдет игра. Вас, наверное, друзья, Орех и ответ этот удивит максимально, потому что
Орех никак не говорит и никак он на эти вопросы не отвечает. Ну, то есть на форуме ничего не слышно, не видно никакой активности. В игре, вот здесь в чате, если его кто-то даже ловит, тоже тишина. И то, что его можно в чате поймать, тоже, да, большая редкость. Его тут уже давненько не видели. Возможно, может, месяц он тут не появлялся, может, 2 уже. Я сам, знаете, со счета сбился. Что там дальше, что с разработкой, почему так долго, что на данный момент происходит, ничего нет. Никаких ответов, никакой информации Орех не дает нам, к сожалению, в последние вот эти вот все месяцы. Из того, что известно, друзья, из того, что известно, это, ну, чем заняты разработчики, когда будет релиз. В последний раз, когда Орех в чате появлялся, он говорил, что разработка идет. Ну, она и сейчас идет. Он на форуме, кстати, говорил, что разработка идет, продолжается. Но почему вот визуально мы не видим разницу, да? Почему для нас кажется, что разработки, ну, как таковой нет, как будто, да, как будто она стоит. А потому что разработчики занимаются бэкэндом, который мы не видим. И у них там вот это более сложная какая-то процедура. Вот они сейчас полностью на это все силы направили. Этим они занимаются. Хотя вот на момент записи этого ролика, сейчас у нас понедельник, 4 мая, я вот смотрел на форуме, когда там Орех вообще в сети был на форуме, он с четверга в сеть даже не заходил. Поэтому некоторые есть сомнения, да, вообще вот ведется ли какая-то работа, не ведется, но это тоже, знаете, такое вот, ну, просто наблюдение, конечно, это не факт, ну, не обязательно надо в сети, да, быть на форуме, чтобы чем-то заниматься, но просто, если так, знаете, все пазлы сложить, везде тишина, в игре тишина, в чате тишина, на форуме тишина, так как будто кажется, действительно, на самом деле. Ну, а что касается релиза, когда выйдет игра, тоже вот все, что известно, это когда у нас закончится продажа спецпредложений. Да, для тех, кто не знает, сюда можно попасть в танки классику только по спецпредложениям, то есть вход платный, но игра уже прямо сейчас доступна, ну и вы можете зайти только по платным спецпредложениям, которые продаются в магазине игры в танках онлайн. И судя по окончание продаж это 3-4 июня. 4 июня, кто не в курсе, это день рождения танков онлайн. Я не знаю, вот ровно месяц, кстати, остался до дня рождения танков онлайн на момент записи этого ролика. Тоже, знаете, как сомнительно верится, что за месяц вот сейчас возьмет Орех и разработчики и все как сделают, весь роудмап пройдут, релизнут, вайп замутят и все выпустят. Ну, вам верится? Мне тоже что-то особо не верится, но, конечно, хотелось бы, чтобы так было, потому что есть какой-то шанс, вспоминая вот те же январские праздники, да, как Орех там хреначил каждый день обновы даже вот на самих январских праздниках. То есть там вот скорость разработки была прям достойная, как будто вот в те моменты за месяц, за 2 можно было все доделать. Но опять же при активной разработке. Но мы получаем, что получаем. Не забываем, что у разработчиков в приоритете все-таки новые танки онлайн, не старые танки онлайн. И поэтому скорость вот такая низкая. Ну, я это понимал всегда прекрасно, да, что у них в приоритете новые танки онлайн, но не настолько же сильно, вот, чтобы они забивали настолько на проект. Но опять же, как кажется, как будто настолько сильно на него забивают, да, вообще как будто он не то чтобы, да, не в приоритете, как будто даже не на втором, не на третьем, не на 10-м месте стоит, и про него вспомнят. Ну, вспомнят, так вспомнят. Ну, разработаем, ну, разработаем. Не разработаем, ну, подождут там 5 лет еще люди, да. Но тут тоже такой проект, который долго ждать не будет, потому что у нас тоже люди-то не бесконечные, не железные, да, старички проекта. Время идет, проекта нет, они ждут, и у многих уже даже интерес, к сожалению, утерялся. Но надеемся, что на самом релизе он проснется, а он точно, друзья, я вам гарантирую, что интерес у всех проснется, когда выйдет сама игра, потому что когда игра в релизе, это совершенно другое, нежели сейчас, что происходит на тестовом сервере. Ну и еще такой интересный был комментарий, вот буквально в чате я недавно его увидел, что вот, ну помните, Орех на форуме писал, что вот когда только продажи с ранним доступом появились у нас в продаже, собственно, буквально на второй день уже продаж он выкатил пост с огромной благодарностью всем, да, всем спасибо, он не ожидал, что будет столько продаж, что столько игроков ждут старые танки, что классика теперь точно будет, всем большое спасибо, кто поддержал проект, ну, то есть намекая на то, что очень много денег собрали на раннем доступе, что точно будет разработка теперь в полную силу идти. Я не знаю, если этот пост найду, вставлю, конечно, видос. Но, в общем, дословно было так. Вот. А по итогу оказалось, что классика не нужна самому Ореху, как будто бы. Ну и весь парадокс-то, что и Орех эту классику-то и всю и разрабатывает, и он придумал эту идею, да, без него бы этой классики и не было. Но просто интересный такой комментарий, интересную мысль я вот в чате в классике увидел. Ну тогда, тут, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, кажется, как будто Ореху особо и не интересно, да, но с другой стороны-то он все это и замутил, без него бы никаких танков классик-то и не было. Парадокс на парадокс. И старые танки парадокс, и Орех тоже сам парадокс. Человек-парадокс, который тоже не любит старую версию, да, но сам ее вот замутил и пока до конца еще до ума ее не довел. Вот. Ну а вы, друзья, пишите ваше мнение, что вы думаете вообще по этому поводу, по классике, по застою. Я не знаю, наверное, уже достало вас, да, просить написать ваше мнение, потому что, ну, ситуация вот такая. До сих пор у нас такая обстановка, битва завершена на данный момент, поэтому что думаете, пишите.
когда выйдет игра, почему так, а вообще будет ли игра. Неужели вот кто из людей, кто шарит, неужели бэкэнд такой сложный, или разработчики все-таки пока на игру чуть подзабили, потому что есть новые танки онлайн, а тут у них как будто интерес пока угас, ну и пусть тест идет, пока идет, ну и пусть он и идет, как говорится. Пишите ваше мнение, друзья. Попрошу вас обязательно поставить лайк огромный на это видео, кто не прожимает, что в последнее время лайков маловато на видосах, поэтому, друзья, лайкусики обязательно прожмите, на канал подпишитесь, если еще не подписаны. У нас на стримах мы как раз вот эти вот моды в классике и смотрим, и, наверное, в ближайшее время и будем их смотреть, потому что мод там обрабатывается, да и классику мы тоже смотрим периодически. Вот теперь, смотрите, я вообще один остался. Остальные боты, ну Дрозд Фост еще остался со мной. 2 игрока вот сейчас остались, кто играет с ботами. Но это понятно на самом деле, потому что с ботами тоже играть надоедает достаточно быстро. Вот, друзья, не забывайте про реферальный промокод, который вам даст легендарный ключ, контейнеры, опыт, рубины, который указан в описании. Чтобы все активировалось, нужно поставить лучший тег создателя контента ник10 в настройках вашего аккаунта и активировать этот промокод в магазине игры. Вот сюда его вставляете и активируете. Напоминаю, что количество активации ограничено, срабатывает промокод не у всех, поэтому пробуйте, проверяйте, может именно вам повезет. Халяву такую упускать ни в коем случае нельзя. А Дрозд это тоже, походу, у нас бот. Всех, друзья, с наступлением майских праздников. Желаю всем отдохнуть хорошенько, кто будет отдыхать, кто будет отмечать майские праздники. Уже даже летом чуть-чуть начинает пахнуть. Ну а я всех, друзья, благодарю за просмотр.